Приветствую всех на моем канале, и это вторая часть по вязанию платья-футляра крючком. В первой части мы связали кокетку, и теперь приступим к вязанию основного тела платья. Нет никаких сложных моментов и расчетов мы делать не будем, все будет варьироваться размером крючка. Длину платья вы также определяете по своим предпочтениям и в соответствии с особенностями вашей фигуры. Сразу хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал. Как вы знаете, я хочу приобрести более лучшую качественную аппаратуру, чтобы в более лучшем качестве снимать для вас новые интересные уроки. Поддержать канал можно здесь. Всем еще раз огромное спасибо, и давайте продолжать. Давайте приступим к вязанию. И теперь давайте перейдем к снятию мерок. Я вам уже показывала, как снимать обхват плеч. Значит, первая мерка, нам нужна обхват плеч. Давайте я напишу обхват плеч. Запишите в сантиметрах, сколько вы измерили. Я в видео показывала, как правильно измерить. В моем случае это 96 сантиметров. Вторая мерка должна быть обхват груди. В моем случае это 90 сантиметров. Третья мерка обхват талии. В моем случае это 68 сантиметров. Четвертая мерка это обхват бедер. В моем случае это 90 сантиметров. Вот эти мерки нам необходимы для того, чтобы дальше вязать платье. Итак, девочки, возвращаемся к нашей кокетке. Мы провязали вот последний ряд по схеме. У нас была вот такая вот схема. Мы помним, что мы провязывали вот такие столбики. Раппорт был кратен 4. И последний ряд мы провязали столбиками без накида. И у нас вот получилась вот такая кокетка. Теперь нам нужно просчитать по последнему ряду, сколько у нас столбиков получилось. В моем случае у меня получилось 212 петель. Сейчас мы будем переходить на вязание вот основного узора, и нам нужно просчитать, сколько нам необходимо дальше петель для того, чтобы начать провязывать наш раппорт. Так как мы здесь вязали крючком номер 2, то и дальше продолжать вязать здесь мы будем тоже крючком номер 2. Итак, мы берем наши расчеты, где мы делали измерения по рядам разными номерами крючками, и мы измеряли, сколько сантиметров в одном раппорте. Мы помним, что один раппорт это у нас 8 петель. Дальше мы берем наши размеры: обхват плеч, груди, талии, бедер. И сейчас нам потребуется первый обхват, это обхват плеч. Итак, мы записали, посчитали, сколько у нас петель по последнему ряду. У меня 212 петель по последнему ряду. И теперь мне нужно посчитать, сколько мне необходимо набрать петель. И так как мы будем вязать крючком далее номер 2, мне необходимо вот эти измерения по первым двум рядам, что мы провязывали крючком номер 2. У нас было на один раппорт приходилось 3 сантиметра и обхват плеч. И сделать расчет. Как мы будем делать расчет? Я записываю, что в 3 сантиметрах, вот у нас 3 сантиметра один раппорт, у нас 8 петель. Один раппорт равен 8 петлям. А мне нужно провязать 96 сантиметров. Сколько петель мне необходимо для того, чтобы провязать вот этот раппорт? Мы будем рассчитывать по формуле. Мы 96 умножим на 8 и разделим на 3. И у меня получается 96 умножаю на 8 и делю на 3. У меня получается 256 петель. А у меня в первом ряде, вот я делаю измерение, 212 петель по вот этому, по последнему ряду.
по последнему ряду у меня 212 петель. 256 минус 212 минус 212, мне нужно добавить 44 петли. И теперь, как нам сделать эти измерения, как нам равномерно распределить по всей кокетке? Возьмите условно кокетку и вот так вот сложите ее пополам. Ну, вот так вот примерно. У нас получится 1, 2, 3, 4. Можно даже маркерами замерить. Вот так, чтобы одинаково было. Маркерами здесь и здесь, чтобы у нас было 4 половинки. И когда вы отнимете те петли, сколько вам необходимо, разделите на 4. И вы будете знать, что вот на каждую вот эту четвертинку вам нужно равномерно добавить 11 петелек. Это самый удобный способ вот так вот разделить и таким образом добавить петли. Поэтому вы должны по своим измерениям взять свои мерки, свои замеры по каждому крючку по раппорту, сделать расчет, посчитать, сколько необходимо добавить петель, и дальше мы начнем эти добавления делать. И следующий ряд я также буду провязывать крючком номер 2, и я провяжу, вот для того, чтобы было более понятно, я все же возьму 4 маркера и покажу, как это закрепить. Вот это у нас будет самое начало. Я сложу кокетку вот так вот на 4 части. И вот так здесь на половинке прикреплю маркеры. И здесь у меня будет тоже прикреплен маркер. Ну и начало ряда это вторая половинка. Вот. И я вижу, что вот от начала ряда до этого маркера мне нужно добавить 11 петель. Я вот даже вот можно по раппортам посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 с половиной раппортов. И вот примерно вот равномерно я эти 11 петель распределю. Потом от этого раппорта до этого раппорта тоже 11 петель. И вот так мы будем делать прибавки. Прибавки мы будем делать, как я уже показывала ранее. То есть мы начало ряда начинаем с 2 воздушных петелек подъема крючком номер 2, как я говорила. В эту же петельку провязываем первый столбик и начинаем вязать. Вот я подхожу, вот серединка первого раппорта, можно в серединку, можно между раппортами, кому как удобно. И вот я теперь буду добавлять. Вот я провязала одну петельку, и сюда же я добавлю еще одну петельку. Для этого очень удобно использовать счетчик ряда, девочки, очень рекомендую. Чтобы не переплачивать за счетчик ряда, заказывайте на Алиэкспресс, они есть по очень приемлемой цене. И очень удобно его использовать. Вот я набрала одну петельку, провязала, дальше провязываем столбики без накида, еще одну петельку, вот я провязала в эту петельку и в эту еще один столбик довязала, кнопочку нажала, вот видите, уже 2 петельки. И в принципе, если у вас есть счетчик ряда, то можно и не делить вот так на четвертинки. Вот сейчас я еще одну петельку добавляю, кнопочку нажала, 3 петельки уже. Когда есть счетчик ряда, можно даже вот на вот эти четвертинки не делить, просто кнопочку нажимаете и делаете прибавки в петлях. Итак, делайте свои прибавочки, ряд провязывайте, добавляйте необходимое количество петелек, сколько вам нужно. И будем переходить уже дальше на вязание основного узора. Итак, я добавила свои 44 петельки. Теперь маркеры можно снять, у кого они были. И мы начнем переходить уже на вязание основного узора. Наши расчеты, которые мы вот записывали все, мы их далеко не убираем, они у нас остаются под рукой.
И теперь мы начинаем вязать основной узор. Все петли у нас подведены с 3 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3 петля. И начинаем вязать по схеме, которую мы уже вязали, что мы уже знаем, как этот узор вязать. Провязываем 4 столбика с одним накидом, 4 воздушные петельки, накид на крючок, 1, 2, 3 пропускаем и в 4-ю вяжем. И мы вяжем по схеме до конца ряда. В конце ряда я покажу вам, как мы будем соединять. В конце ряда я провязываю 4 воздушные петельки и соединяю в 3-ю воздушную петельку подъема. Соединяем. Все, ряд у нас закончился. Мы провязали первый ряд. Второй ряд мы начинаем также с 3 воздушных петелек подъема и продолжаем вязать в арочке из 4 воздушных петель. Вот 8 столбиков, и между ними у нас будет пико. Провязываем первый столбик, второй, 3 воздушные петельки на пико, еще сюда 4 столбика, три воздушные петельки на пико, и 2 столбика последних. Провязываем этот ряд до конца и будем соединять. И вот я подхожу к концу ряда, я провязала пико, провязываю еще один столбик с накидом, и я должна провязать еще один столбик с накидом, но мы в начале ряда провязывали 3 воздушные петельки подъема, поэтому я ввожу крючок вот в 3-ю воздушную петельку, подхватываю рабочую нить и протягиваю, и тем самым у меня получился полный раппорт. Далее мы переходим на вязание вот столбиков с одним накидом, поэтому опять я провязываю 1, 2, 3 воздушные петельки подъема, плюс 2 воздушные, вот 3 петельки подъема, 2 воздушные петли на ряд провязываю в начале ряда. И так как у нас арочка должна состоять из 4 воздушных петелек, вот условно мы вот тут вот набрали 3 воздушные петельки подъема, то в конце ряда мы должны будем провязать вот группу из 4 столбиков с накидом, 2 воздушные петельки и соединим вот в 3-ю воздушную петельку подъема. 2 петли на ряд вяжу и начинаю вязать также, как мы уже знаем, по схеме основного узора. То есть мы провязываем 4 столбика с одним накидом в середину раппорта предыдущего ряда. Провязали 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, накид на крючок и далее вяжем, повторяя по 4 столбика в середину раппорта предыдущего ряда. Вот таким вот образом. И вот я подошла к концу ряда. Вот у меня 3 воздушные петельки подъема и 2 петли на ряд. Я провязала в конце ряда 4 столбика, 2 воздушные петельки на ряд, и теперь 1, 2, 3 в 3-ю петельку соединительной петлей соединяю, чтобы у меня получился вот 4 воздушные петли на раппорт. Вяжем дальше, также с 3 воздушных петелек, 1, 2, 3 начинаем ряд, и получается вот мы провязали 3 воздушные петельки, и под 2 воздушные петельки, которые у нас на ряд приходится, мы провязываем 4 столбика, и в конце ряда мы также вот, которые 2 воздушные петельки провязали, также провяжем 4 столбика. Итак, 3 воздушные петельки, это у нас будет считаться за первый столбик, вот за первый столбик с накидом. В эту арочку провязываю я еще один столбик, вот у нас как бы 2 столбика, первый и второй. Теперь провязываю 3 воздушные петельки, пико, и довязываю еще 2 столбика с накидом, первый и второй. Все, провязываю дальше под арочку наш основной узор.
И вот я провязала последний полный раппорт, подхожу к концу ряда, где мы вначале вязали половинку раппорта. И здесь в эту вот 2 воздушные петельки здесь у нас было, поэтому сюда я провязываю первый столбик, сюда же провязываю второй, пико вывязываю из второго столбика в соединительные петельки, протягиваю, пико провязала и довязываю и еще 2 столбика. Провязала 2 столбика, нахожу первую, вторую, третью. Вот в третью воздушную петельку я ввела крючок и протянула соединительной ниточкой. Вот получается, мы провязали 1, 2, 3, 4. Провязываем еще по этой же схеме 2 ряда. У нас сейчас мы отсюда опять провяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки будут считаться за 1 столбик с накидом. И получается, мы провязываем сюда вот сразу еще 1 столбик. 4, 1, 2, 3, 4 воздушные петельки и провязываем 4 столбика сюда в середину раппорта. И когда мы будем подходить к концу ряда, мы провяжем в этот полный раппорт 4 столбика с накидом, потом провяжем 4 воздушные петельки, сюда довяжем также 2 столбика, так как здесь мы провязали, получается, 3 воздушные петельки, они у нас за первый столбик считаются, и второй мы столбик провязали. Всего мы провязать должны здесь 4, поэтому в конце ряда мы провяжем сюда столбик 1 и вот в этот столбик второй, и у нас будет полный раппорт. И закроем соединительной петелькой в третью воздушную петельку подъема, ряд закроем, и следом провяжем ряд с пико. Поэтому провязываем эти 2 ряда, и далее я покажу, как мы будем дальше вязать. И вот таким вот образом у нас получается кокетка. То есть я всегда считаю, вот по кружкам считаю. 1, 2, 3. 3 кружка, это значит, мы провязали 6 рядов. 1, 2, 1. Так, вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов мы провязали. Теперь нам необходимы маркеры. И мы должны обязательно примерить кокетку на себя, взять 2 цвета маркеров. Вот один цвет у нас будет спереди, один цвет у нас будет сзади. Вот вы видите, мятный у меня спереди, голубой сзади. Я посчитала вот эти вот кружки. Вот, я считаю по кружкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Посчитайте, сколько кружков у вас по последнему ряду. У меня по последнему ряду получилось 37 кружков. Значит, мы должны разделить одинаково. Но, например, в моем случае 37 нечетное число, а так как нам надо разделить на 4, то есть один рукав, второй рукав, перед и спинка, 4 стороны, оно не делится одинаково на четное количество в моем случае, поэтому на рукава у меня ушло по 9 кружков, то есть я считаю вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У меня на правый и на левый рукав ушло 9, на спинку у меня ушло 9, и на грудь я сделала 10 кружков. То спина у нас ровная, а грудь у нас все равно имеет объем определенный, у всех он разный, поэтому я на грудь на 1 кружок сделала больше. Если у кого-то четное количество кружков, то без проблем вы можете разделить как-то по своему усмотрению. В обязательном порядке, опять же скажу, что нужно это все примерить на себя, маркерами это все отметить. И сейчас мы, что еще хотела сказать, вот смотрите, вот у меня на спинке, видите, вот у нас проходит вот этот вот срединный шовчик. Мы еще переходили тут в некоторых рядах, и вот он у меня получается, вот я закончила ряд. Поэтому вот именно вот этот вот шов, который у нас будет получаться, где мы делаем петли подъема, сделайте его, что отсюда будет задняя часть рукава начинаться и заканчиваться. То есть вот тут вот крайний маркер прикрепите, потому что чтобы вот этот шовчик, он будет как бы сбоку, сзади, и его будет не сильно видно, поэтому именно вот эта часть, она должна быть
сзади. А теперь, когда мы прикрепим маркеры, мы начнем провязывать росток. Хочу сказать сразу, что, допустим, у меня спина достаточно ровная, и я не буду провязывать себе большой росток. В моем случае росток будет вот из 2 рядов, то есть я провяжу вот этот вот ряд и провяжу следующий ряд, вот 2 ряда. Если у кого-то имеется какая-то определенная большая сутулость, то вы можете провязать больше рядов, но в любом случае всегда должна быть кратность 2 ряда. То есть вот нельзя провязать 1, 2, 3 ряда, а нужно обязательно провязывать по 2, потому что вот видите, у нас ряд заканчивается вот этот именно ряд, который у нас с пико, и если вы провяжете 3 ряда, то у вас последний ряд закончится вот этими вот столбиками, где 4 столбика, 4 воздушные петли мы провязывали, и тогда у нас платье не совпадет по узору по переду и заду. Поэтому сейчас вам нужно прикрепить маркеры спереди и сзади, и будем переходить на вязание ростка на спинке. Итак, вот я маркерами отметила, у меня мятные это вперед и голубые перед, голубые это задняя часть, это спинка. И вот как вы можете видеть, что передняя часть у меня она чуть больше на 1 раппорт. И как у меня получилось, у нас получается наша кокетка, и мы ее должны вот разделить на 4 части. У меня получилось по рукавам 9 кружков. Вот так вот на спинке 9 кружков, и спереди на передней части у меня 10 кружков. То есть я вот по вот этим вот кружкам это все считаю. То есть мы должны это все разделить. Если у вас четное количество, то у вас может быть 9, 9 и 10. Вот так вот можно разделить, когда четное количество. Итак, вот с этого же маркера, где у нас осталась ниточка, так, тихо, мы начинаем провязывать росток. Росток будет состоять из 2 рядов, то есть мы будем провязывать вот этот ряд и этот. Я все еще вяжу крючком номер 2, ничего не меняю. Итак, так как мы закончили ряд, у меня это вот с пико мы провязали, на кокетку получается у нас 6 рядов ушло, и теперь мы будем провязывать 2 ряда поворотными рядами, так как я показывала вам, когда мы провязывали образцы. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петельки подъема, провязали 2 воздушные петельки на ряд и начинаем провязывать столбики с 1 накидом. Первая петелька, вторая, первая петелька, вторая, третья петельку вяжем, столбики с накидом, и 4. Вяжем до 2, в моем случае опять же повторюсь, голубого маркера, то есть до 2 маркера на спинке. И вот я подхожу к маркеру. Маркеры мы всегда прикрепляем между раппортами, то есть мы не прикрепляем их в серединку, мы прикрепляем их между раппортами. Я провязала 4 столбика, теперь я провязываю 1-2 воздушные петельки на ряд, делаю накид на крючок и провязываю вот столбик с 1 накидом между раппортами. Вот так вот. Вот 1 ряд мы провязали на росток, теперь опять 1, 2, 3 воздушные петельки подъема, разворачиваем вязание, потому что мы вяжем поворотными рядами, провязали, и здесь у нас половинка раппорта, и мы знаем, что в половинку раппорта мы также вяжем половинку раппорта. 3 воздушные петельки у нас идут за 1 столбик с накидом, значит сюда мы провязываем 2 столбик с накидом и сразу вяжем 3 воздушные петельки на пико. Провязали и довязываем еще 2 столбика, первый столбик и второй, и начинаем дальше вязать по раппорту, все как обычно, вяжем до конца ряда. Я провязала 2 ряд, здесь у нас была половинка раппорта, мы провязали сюда 4 столбика, и последний столбик мы соединили в 3 воздушную петельку подъема, и вот так у нас наш росток получается.
Вот, я маркеры сняла, потому что у меня маркеры были вот здесь, и тут уже нам они не нужны, мы уже видим вот начало, вот конец у нас ряда. Маркеры спереди у нас так и остаются. Итак, сейчас мы перейдем к провязыванию проймы. И что нам нужно будет, что нам нужно для этого? Нам понадобится один маркер и сколько петель мы будем набирать на пройму. Итак, на размер 42-44 мы набираем 16 петель, на размер 46-48 мы набираем 24 петли, и на размер 50-52 мы набираем 24-32 петельки. Почему у нас такой разрыв? Потому что у нас количество петель точно так же должны быть кратны раппорту равному 8. И когда мы провяжем свои 16 петель, мы эту петельку последнюю закрепим и обязательно примерим на себя. И вы должны будете для себя определиться, комфортно вам либо нет. Если вам туго, узко, маловато, то мы прибавляем еще 8 петель, не одну, не 2, не 5, а именно 8, потому что у нас также по пройме рукава пойдет вот эта схема, потому что мы будем вязать по кругу. Поэтому у нас, если мы примеряем на себя и видим, что нам, если нам широко, мы убавляем 8 петель, если нам узко, точно так же мы делаем прибавку именно 8 петель, в плюс либо минус строго 8 петель. Итак, давайте приступать к вязанию. Маркер один у нас наготове. Итак, на подъем здесь на новый ряд мы провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 3 петли провязали, берем маркер и прикрепляем на третью петельку. Вот так вот прикрепляем. Потом в конце ряда вы поймете, для чего мы это сделали. Прикрепили. Теперь каждый в соответствии со своим размером набирает то количество петель, которое необходимо. 16, 24, либо вот здесь, чем больше размер, тем вы уже тут сами должны определять. То есть провяжите сначала 24, примерьте на себя. Если вам достаточно, оставляйте 24. Если вам недостаточно, добавляйте еще 8 петель. Итак, я сейчас набираю свои 16 петель и считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петель я набрала. Крючком номер 2 мы так и вяжем. 16 петелек я набрала. Теперь я нахожу маркер, который у меня вот передний маркер, который я отмечала по рукаву. Я нахожу передний маркер, вот он у меня, и делаю накид на крючок. Последнюю петельку, самое главное, сильно туго не затягивайте. Я сделала накид на крючок, и вот где маркер у меня прикреплен, между раппортами провязываю столбик с одним накидом. Все, вот я провязала столбик с одним накидом. Далее смотрим, что у нас получается. Дальше у нас идет вот передняя часть нашего платья, и мы теперь провязываем. Нам нужно дальше начать вязать вот этот ряд. Получается у нас по узору, по нашему платью, мы должны провязывать столбики с одним накидом 4 и 4 воздушные петельки. Так как здесь мы соединили в серединку раппорта, у нас как раз вот эта часть получается. Вот мы соединили в серединку раппорта, теперь мы должны провязать 2 воздушные петельки еще. И далее вяжем уже 4 столбика в середину раппорта предыдущего ряда. Первый, второй, третий и четвертый. 4 воздушные петельки, и дальше вяжем по схеме. Вот на этом этапе, когда мы провязали буквально несколько раппортов, вот 1, 2, 3, здесь мы закрепили. Вот сейчас, пока мы ряд до конца не довязали, мы должны примерить на себя. Оденьте кокетку на себя и определите, хватает ли вам вот этой ширины проймы. Мы закрепляли маркер на третью воздушную петельку, поэтому возьмите, вот закрепите этот маркер еще вот между раппортами.
чтобы нам эту третью петельку вот так вот прижать, чтобы вот так вот было. Вот, и оденьте на себя эту кокетку, примерьте. Если вам хватает, отлично. Если не хватает, прибавляем еще 8 петель, распустите, довяжите 8 петель и дальше продолжите вязание. Я провязываю последний раппорт, подхожу ко второму маркеру. И вот я здесь в конце ряда должна провязать 2 воздушные петельки, сделать накид на крючок и между раппортами провязываю столбик с одним накидом. Провязала. Теперь отсюда, вот с последнего столбика, мы опять провязываем каждый в соответствии со своим размером, столько, сколько мы провязывали вот в предыдущей пройме рукавчика, столько же здесь набираем воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петель в моем случае. Провязали. Находим, где у нас заканчивалась вторая часть ростка. Вот она у нас. Мы провязывали, здесь у нас было 3 воздушные петельки. Поэтому мы сейчас вот в эту третью воздушную петельку мы делаем накид на крючок и в третью воздушную петельку провязываем столбик с одним накидом. Вот так. Провязали столбик с одним накидом. И здесь смотрим, здесь у нас вот эта вот часть раппорта, здесь мы вязали 4 столбика и пико. Значит, мы в половинку провязываем, помним, что мы провязываем 2 столбика. Вот первый провязали, и во второй мы провязываем второй столбик с накидом. То есть мы провязываем половинку раппорта. Провязали, провязываем 1, 2, 3, 4 петельки. И дальше уже вяжем полные раппорты из 4 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Провязали. И дальше провязываем уже до конца. И я провязываю последний раппорт полный, 1, 2, 3 столбик и 4. И вот подхожу, куда мы прикрепляли маркер. Тут я его прикрепила так вот. Вот он у нас вот так вот должен быть у вас прикреплен на 3 воздушной петельке. И здесь у нас точно так же половинка раппорта. Я провязываю 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. И 3 воздушные петельки, они у нас считаются за 1 столбик с накидом. Вот второй мы провязываем вот по схеме. То есть мы должны провязать половинку раппорта. И соединяем в 3-ю воздушную петельку подъема. Вот так. Вот я думаю, теперь понятно, да, почему мы закрепляли, для того, чтобы в эту петельку потом не перепутать и сделать закрепление ряда. И вот так вот у нас получилось. Мы провязали этот ряд. И теперь именно на этом этапе работы мы еще раз примеряем вместе с 2 проймами, которые у нас одинаковые. Мы должны примерить это на себя. И если вдруг вот вы примерили сейчас, лучше именно на этом этапе работы один ряд где-то подраспустить и сделать донабор петель, если вам необходимо, чем потом вы провяжете половину платья, и вам как-то окажется, что ну, узко именно в районе пройм. Поэтому именно хорошо нужно сейчас примерить, и чтобы все вам подходило. Итак, я надеюсь, все примерили, все хорошо подошло. Начинаем провязывать дальше. Сейчас мы должны провязать следующий ряд. И как вы видите, следующий ряд у нас это вот по схеме, это вот мы будем столбики с пико провязывать.
мы начинаем с 3 воздушных петелек подъема, 1, 2, 3 петелька. И дальше мы смотрим. Мы каждый знаем, сколько мы набирали петель. Если мы провязали 16 петель, это 2 раппорта. Если вы провязали 24 петли, это 3 раппорта. Если вы провязали 32 петли, это 4 раппорта. Так как мы последний ряд провязывали столбики, 4 столбика с накидом 4 воздушные петли, сейчас у нас пойдет ряд с пико. В моем случае у меня набрано 16 воздушных петель, это 2 раппорта, значит я должна провязать 2 вот этих раппорта с пико. Я провязала 3 воздушные петли на подъем, делаю накид на крючок, и вот просто в эту цепочку воздушных петель я провязываю 2 раппорта. Вот я провязала 2 столбика, сейчас я провязываю 3 воздушные петельки на пико, провязываю. Сюда же я провязываю еще 4 столбика, 1, 2, 3, 4, провязала, вывязываю пико, 3 воздушные петельки. Вот ниточка, видите, какая у меня попалась. Ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю. И сюда же провязываю еще 2 столбика, 1 и 2. Всего у меня вот 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот они, 8 столбиков на раппорт, который я должна провязать. Это я 1 раппорт провязала. И теперь я должна сюда же провязать на 2 раппорт. Точно так же провязываю 1 столбик, 2 столбик, 3 воздушные петельки, провязываю пико. Сюда провязываю еще 4 столбика, 1, 2, 3, 4, вывязываю пико из 3 петелек и довязываю последние 2 столбика, 1 столбик и 2 столбик. Вот. У меня 2 раппорта. Теперь мы подходим вот сюда. Здесь, как мы видим, у нас провязана половинка. Вот она, половинка. Потому что мы здесь соединяли между раппортами. Поэтому смотрите, что мы делаем. Мы провязываем сюда половинку раппорта и сюда половинку раппорта. То есть я вот еще на этой воздушной цепочке я провязываю 1 столбик, 2 столбик, 3 воздушные петельки в пико и еще 2 столбика, 1 столбик и 2. А в эту половинку провязываю оставшуюся часть раппорта, то есть те же 4 столбика. 2 столбика, 3 воздушные петельки, провязываю в пико и довязываю еще 2 столбика. 1 столбик и 2 сюда же. Вот так. Вот. Далее провязываем уже по схеме. Здесь у нас мы перешли на переднюю часть платья, поэтому здесь мы без каких-либо изменений провязываем переднюю часть платья, по схеме вяжем. И вот я подхожу к маркеру, то есть я перед провязала, подошла к маркеру. И вот смотрите, у меня получается, вот она пошла пройма на рукавчик. И здесь у нас половинка раппорта. Поэтому мы также сюда провязываем половинку раппорта, то есть 1 столбик, 2, 3 воздушные петельки на пико провязываем. Еще 2 столбика сюда.
провязали, и вторую половину вяжем с этой стороны, уже со стороны нашей цепочки. 2 столбика, также пико. Первый столбик и второй. Вот, получается у нас вот так вот полный раппорт. Вот так вот он, если мы его прижмем, он будет выглядеть. Далее. Теперь вот в эту цепочку воздушных петель мы опять провязываем свое количество раппортов. У меня здесь 16 петель, я провязываю сюда 2 раппорта. То есть сюда мы вяжем, каждый свое количество петелек сюда провязывает. Свои столбики мы провязываем вместе с пико в цепочку, которая у нас идет по пройме рукава. И довязываю еще 2. Первый столбик, второй столбик. И еще один раппорт провязываю. Накид на крючок и вяжу еще один раппорт. Первый столбик, второй столбик, 3 петельки на пико, 4 столбика, 3, 4, 3 петельки на пико, соединяю. И последние 2 столбика, первый и второй. Вот мы провязали вторую пройму. И теперь мы переходим, здесь у нас это спинка, то есть мы тут провязывали росток, и мы переходим сразу на полные раппорты. То есть вот мы провязывали, вот у нас вот так вот 2 ряда ростка мы вязали. Поэтому здесь мы вяжем по спинке полные раппорты. Здесь мы ничего не добавляем, никаких половинок, серединок у нас нету, просто вяжем, полностью провязываем всю спинку по схеме. И вот я провязала спинку, провязала последний раппорт, подхожу, вот мы провязывали 3 воздушные петли на подъем, это у нас было на пройме. Мы находим 3-ю петельку и соединяем в эту 3-ю воздушную петельку подъема. Все, мы провязали первый ряд, который у нас на пройму переходит, и вот так вот у нас это должно выглядеть. Можно маркеры снять, они нам в принципе больше не нужны. Вот так у нас должно выглядеть. Теперь мы должны еще раз примерить на себя. Примерьте и определитесь, насколько вам здесь подходит по ширине пройм, хорошо ли на вас это все сидит, комфортно ли вам. Поэтому примеряем и определяемся, подходит ли нам все по ширине. Итак, девочки, показываю на себе, смотрите, как это должно выглядеть. И вот таким образом у нас должно это на нас сидеть. Вот спинка так выглядит, она у нас чуть подлиннее, потому что мы провязывали росток. И вот должны мы что определить. Вот смотрите, в моем случае вот так выглядит кокетка, она на вас тоже примерно так же должна сидеть. И сейчас мы дошли практически до груди. Вот у меня вот чуть-чуть и верхняя точка получается по груди. Поэтому мы должны сейчас вот по этому ряду просчитать количество раппортов. Вот сколько у нас раппортов вот по вот этим вот нашим кружочкам. И записываем. И обратите еще раз внимание, как кокетка должна сидеть. Вот именно таким образом.
она должна смотреться. Зад у нас длиннее за счет того, что мы провязывали сзади росток. Это так и должно. И за счет этого у нас платье не будет ни вперед уходить, ни назад. Мы не будем его ни подергивать, ни одергивать. Оно будет у нас комфортно сидеть. Поэтому просчитываем количество раппортов и записываем в тетрадку. И теперь давайте я с вами вместе просчитаю количество раппортов, чтобы было более понятно, как их просчитать. Итак, давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот перехожу на пройму. Вот у меня 10, 11. Вот видите, 2 половинки. Это 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот опять половинки у меня. Вот он, 22. Вот он, 23, 24. И все. У меня получается 24 раппорта. Запишите, что у вас всего 24 раппорта. Поэтому это важно записать. Итак, что теперь мы дальше будем делать? Мы находим листочек, где мы записывали обхват плеч, груди, талия. Обхват плеч мы связали уже, кокетку связали, и вот переход. Вот этот от кокетки на плечи мы это провязали. Также мы находим, где мы провязывали образцы, и берем наши измерения. Вот в моем случае у меня обхват груди 88 сантиметров, но я добавила 2 сантиметра на свободную посадку именно по груди. И я всем советую прибавлять примерно 1-2 сантиметра. Это вот закладывать, чтобы у нас платье сидело достаточно более-менее нормально, одевалось и снималось. И чтобы вы, можно сказать, если его натянули, могли его стянуть обратно. Вот, только поэтому. Итак, что мы должны сделать? Вот мы вяжем крючком номер 2. В моем случае у меня один раппорт крючком номер 2 составляет 3 сантиметра. Сейчас у меня 24 раппорта. Если я 24 раппорта умножу на 3 сантиметра, у меня получится 72 сантиметра. Крючком номер 2 у меня получится 72 сантиметра. Если я начну вязать крючком 2,5, то есть я понимаю, что 72 на мой объем груди, мне этого будет мало. Если я начну вязать сейчас крючком 2,5, я возьму также 24 раппорта и умножу их на 3,5. У меня получится 84 сантиметра. Это 2,5. Номер 3, если я провяжу крючком номер 3, я возьму 24 раппорта и умножу на 4 сантиметра. У меня получится 96 сантиметров. 96 для меня это много, а в принципе 84 сантиметра это при условии того, что платье у нас все равно достаточно хорошо подтягивается, я начну вязать крючком 2,5. То есть я сейчас поменяю крючок с крючка 2. Я его поменяю на крючок 2,5, потому что если я начну вязать крючком номер 3, 96 сантиметров, мне это слишком много. А крючком 2,5, если вязать не совсем туго и чуть-чуть послабже, чем обычное вязание, то мы нормально будем проходить свои сантиметры. Вот, поэтому я сейчас перейду на крючок 2,5. Если же вы, например, хотите, чтобы ваше платье сидело на вас более свободно, то можно, допустим, если у вас есть крючок 2,75, можно вязать крючком 2,75, потому что если бы у нас был крючок 2,75, то у нас тут бы, допустим, было не 3,5, а 3,75, и тогда у нас было бы 3,75, мы бы умножили на 24, и у нас бы отлично проходило
по нашим сантиметрам. У меня, конечно, крючок этот 2,75 есть, я могу вязать им, но могу вязать крючком 2,5. Итак, когда мы с вами определились, каким крючком вязать, возьмите еще один листочек и на нем запишите, сделайте себе сразу, распишите полностью на все платье. Напишите себе 24 раппорта, что у вас по платью 24 раппорта, и напишите обхват груди. Я себе пишу, у меня крючок 2,75. Далее смотрим обхват талии. И я смотрю, обхват талии у меня 68 сантиметров. У меня в моем случае точно так же 24 раппорта, они у меня неизменные остаются. И я смотрю, я 68 сантиметров буду делить на 24 раппорта. И получается мне 2,83. То есть мне показывает, что я могу по обхвату талии перейти на крючок номер 2. То есть мы все должны именно методом примерки. Вот сейчас я начну провязывать по обхвату груди крючком 2,75. Я провяжу, когда я провяжу буквально несколько там рядов 6, я на себя примерю. То есть вы точно так же провяжете 6 рядов, примерьте на себя. Поэтому после того, как вы примерите на себя, вы определитесь, когда вам нужно менять крючок. Делайте это плавно. Сначала, если вы, допустим, если у вас есть крючок 2,75, делайте это в 2 этапа переход. Сначала перейдите на крючок 2,5, потом перейдите на крючок 2. Далее, вот записали, допустим, я себе пишу крючок 2,5, к примеру. Далее обхват бедер. Обхват бедер у меня 90 сантиметров, точно так же, как вот у меня, в принципе, по обхвату груди. Вот. Но на обхват бедер можно чуточку, совсем также 1-2 сантиметра добавлять. И получается, по обхвату бедер мне тоже потребуется крючок 2,75. У нас у всех разные фигуры и у всех разные размеры. Допустим, условно у вас обхват бедер 120 сантиметров и точно так же 24 раппорта. К примеру, вы делите на 24 раппорта и получаете, что у вас в раппорте должно быть 5 сантиметров. 5 сантиметров это крючок номер 4. И вот вы, допустим, написали себе, что у вас на обхвате бедер крючок номер 4, на обхвате талии, например, у вас крючок номер 3 примерно, на обхвате груди у вас тоже крючок, допустим, номер 4. Вот. И делайте плавные переходы. Вы не вяжите так, что вы вяжете 3, потом сразу 4. Вы между ними, вот между вот этими вот двумя крючками берите крючок 3,5 и провязывайте промежуточные ряды, именно варьируя величиной крючка, то есть от меньшего к большему, от большему к меньшему. То есть тут также от 4 к 3 вы плавно переходите, провяжите 4, потом 3,5, потом остановитесь на 3. И обратно на увеличение мы делаем точно так же, постепенно увеличиваем величину крючка. Я думаю, это все понятно, я очень подробно это все рассказала, поэтому вы сделайте для себя свои расчеты и запишите себе вот 3 основные мерки: обхват груди, обхват талии, обхват бедер. Когда у вас будут написаны ваши номера крючков, вы уже будете знать, каким крючком вязать. Самое важное здесь это примерять чаще на себя. Чем чаще вы будете примерять платье на себя, тем оно у вас идеально на вас сядет, тем идеальнее ваш футляр будет на вас смотреться. Поэтому все, я думаю, рассказала все. Итак, давайте перейдем к вязанию. Свои замеры крючков мы держим под рукой, ничего не теряем. Итак, мы остановились, мы вязали крючком 2. Я вязала крючком номер 2, и теперь я буду делать переход. Значит, я посчитала, что мне в принципе достаточно по объему груди вязать крючком 2,75, но мне нужно сделать этот переход плавным, поэтому я перейду сейчас на крючок 2,5, провяжу буквально 1-2 ряда крючком 2,5 и далее перейду на крючок 2,75. Поэтому я поменяла крючок на 2,5 и теперь
я провязываю 1, 2, 3, я провязала 3 воздушные петельки, 2 петельки на ряд и начинаю провязывать по 4 столбика в ряд. Я сейчас провяжу свои необходимые количество рядов, провяжу по обхвату груди и вам покажу, как я буду переходить на вязание под грудью, когда я начну уменьшать объем именно с помощью крючка. Поэтому давайте вязать и провязывать свои ряды. Итак, девочки, вот смотрите, я довязала. Вот у меня уже начинается, вы видите, да, вот пошло как под грудью. Здесь я вязала, все же я продолжила вязать крючком 2,5. Я не переходила на крючок 2,75. Я вязала крючком 2,5. И как вы видите, вот у меня все по спинке, по груди. Я сейчас опять начну, вот провяжу еще один ряд крючком 2,5. И затем я начну переходить на крючок 2,0. Чтобы у меня немножко начало обозначаться приталивание. Довяжу до линии талии и буду дальше вам показывать, как я буду вязать дальше. Напоминаю, что мы вяжем все по одной схеме. Как провязывать схему, я эту показываю. Просто я буду вот делать такие вставочки из видео, показывать на себе и говорить, каким крючком я что провязывала. Поэтому все расчеты у нас есть. И теперь вы должны каждый раз провязали 2-3 ряда, примерьте на себя. Провязали 2-3 ряда, примеряйте на себя. У каждого может быть своя линия, откуда каждый начнет делать убавку. Кто-то вот начнет чуть повыше, уже начнет делать убавку, а кто-то, может быть, захочет вот именно такой ширины связать все платье и чтобы оно все было одинаково. Поэтому я вам буду показывать, как вяжу я, а вы вяжите уже на свое усмотрение и в соответствии с параметрами своей фигуры. Итак, как вы видите, я довязала до уровня талии, я сделала убавление небольшое, и я подошла вот к тому месту, где у меня постепенно начинает расширяться к бедрам увеличение. Значит, я беру свои расчеты, которые мы с вами рассчитывали по образцам, и начинаю постепенно делать прибавку методом расширения и изменения крючка. То есть вот именно от этой точки, где у нас начинается расширение по бедрам, отсюда, вот у меня это от линии талии, и начинается расширение. Поэтому именно вот с этого места мы должны сейчас будем делать изменения в размере крючка, чтобы нам связать дальше и по бедрам нам платье село хорошо и комфортно. Итак, вот я провязала, получается, до линии талии. Вот я вам сейчас это показывала на себе, провязала до линии талии. И мы опять находим наши замеры, которые мы делали. Мы провязали обхват плеч. По обхвату плеч мы провязали, по обхвату груди мы провязали, по обхвату талии мы провязали. И теперь нам нужно провязывать по обхвату бедер. Мы находим также листочек, где мы провязывали наш образец. Чтобы у вас вот этот плавный переход получился, используйте промежуточные крючки. То есть вот вы остановились на крючке номер 3, провяжите несколько рядов крючком номер 3,5 и потом по бедрам также продолжайте вязать крючком номер 4. Когда вы провяжете по обхвату бедер, все у вас хорошо пройдет, вы все как можно чаще примеряйте на себя, провяжите там 2-4 ряда, примеряйте, 2-4 ряда, примеряйте. И когда вы провяжете по уровню обхвата бедер, вы должны будете там определить. То есть вы будете, у нас будет получаться вот таким образом. Кокетку мы связали. И у нас платье, оно немножко идет вот к линии талии, мы его заузили, да, и далее мы переходим на бедра. Вот. И когда вы провяжете вот по уровню бедер, вы должны будете для себя определить, вы будете дальше вязать также,
То есть это первый вариант возможный. Либо вы опять перейдете на чуть меньше крючок и сделаете более зауженное вот такое платье. Но я повторюсь, что делать более зауженный вариант платья уместно в том случае, если у вас длина примерно будет до колена, даже чуточку выше колена, потому что если вы сделаете заужение этого платья и сделаете его длинным ниже колена, то вам неудобно будет в нем ходить. Поэтому вы должны все через примерку на себя определять, это вязание, потому что убавок в раппортах мы никакие не делаем, а все корректируем именно размером крючка. Итак, продолжаем дальше вязать. Я также в своем случае буду переходить на свой обхват бедер, буду использовать свои размеры крючка. И когда я провяжу по обхвату бедер, я вам покажу, как получается в моем случае. Итак, давайте продолжать вязать. И вот, девочки, посмотрите, я перешла уже на бедра, то есть у меня видно, что я делала изменения в размере крючка, то есть от талии я начала прибавлять. Я вязала двоечкой, значит, здесь у меня максимальный крючок был 2,5, потом я стала уходить на 2,25, и к талии я перешла на крючок номер 2. Потом, сейчас у меня вот здесь крючок 2,5. И я также от талии начала плавно переходить от двоечки, начала увеличивать 2,25 и 2,5. Вот, я провязала, и дальше у меня еще будет небольшое расширение. И я дальше перейду на крючок 2,75. Если у кого нету такого шага, допустим, можете переходить на троечку, от 2,5 к тройке. Сейчас я провяжу крючком 2,5 еще этот ряд. Я примеряю на себя, смотрю, что мне в принципе хорошо, но когда я перейду уже сюда на бедра дальше, я дальше уже добавлю крючок 2,75. Поэтому вот весь секрет этого платья в том, что мы ширину его регулируем именно размером крючка и провязываем необходимую нам длину до колена, либо выше, какая вам необходима. Когда мы провязали необходимую длину, у каждого это своя длина будет, а низ я никак не обвязываю, потому что он у нас получается низ вот с пико, и он смотрится вполне себе самодостаточно, и никакой дополнительной обвязки не требуется. Вы можете оставить так же, как у меня, либо на свое усмотрение как-то сделать свою обвязку. Теперь мы перейдем вот к верхней части, к нашей кокетке, и мы обвяжем самый первый ряд кокетки столбиками без накида с пико. Я подсоединила ниточку, и в нашем случае на кокетке у нас вот так вот несоединенный ряд. Мы когда вязали ряд, не соединяли, поэтому мы ниточку подсоединили. Я подхватываю рабочую нить и ввожу вот в третью воздушную петельку и протягиваю. Тем самым я вот ряд у меня получается, вот он ряд соединен, закрыт. Далее я провяжу 1-2 воздушные петельки на подъем и начну провязывать в каждую петельку предыдущего ряда столбики без накида. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый. И в каждый пятый столбик я буду провязывать пико. 3 воздушные петельки и пико. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 3 воздушные петельки и пико.
И у нас вот так должно получаться. Провязывать вот именно по линии кокетки вот этот ряд мы должны провязывать тем крючком, которым мы начинали вязать. Начинали мы провязывать крючком номер 2, но я взяла крючок 2,25, можно также двоечкой, можно 2,5, 2,25 провязать последний ряд. Если вы хотите маленечко стянуть, чтобы у вас поуже была горловина, то можете взять 1,75, либо также двоечку, которой мы начинали вязать, и провязать плотнее этот ряд. Если же вам это не нужно, то вот подойдет крючок двоечка, как мы вязали, либо 25, и вяжем обычной плотностью вязания. Поэтому мы обвязываем первый ряд нашей кокетки столбиками без накида и провязываем пико. Я провязываю пико в каждую пятую петлю предыдущего ряда. И когда мы провяжем, мы соединим во вторую петельку подъема, и наше платье будет готово. И вот у нас получилась вот такая аккуратная обвязка горловины. Ниточку я обрезала, закрепила, и наше платье готово. Вы также можете связать летнее платье облако, вяжите платье летний бриз, платье белладонна. Ставьте лайк, подписывайтесь, и спасибо, что вяжете со мной.